Бублинцы, а чего ты там делаешь? Мы вообще-то кушать хотим, а ты нас к нашему вкусненькому корму Сириус не пускаешь. Я вообще-то медитирую, отстаньте. И пока я медитирую, никто не может взять корм Сириус. Я воспитываю себя в силу воли и пытаюсь питаться не самим кормом, а эманациями, которые от него исходят. Эмана чего? Ты что, будешь питаться не кормом Сириус, а его запахом? Вот именно, это мой путь познания истины. Ну все, пора звать в психушку. Бублик стал даже не веганом, а праноедом. Питается воздухом и запахами. Бублик, то есть ты точно уверен, что наш корм Сириус, в котором много мяса, овощей и всяких собачьих витаминов, нужно только нюхать, а не есть? Именно так, только в этом случае у меня откроются чакры и что там еще открывается, я уже не помню. Походу, какая-то одна чакра у тебя уже открылась, и через нее улетучился весь твой хосячий мозг. Без корма Сириус ты станешь не красивым стройным хаски, а превратишься в дрыща. Хе-хе-хе, и тогда твоя песенка «Я не мелкий, я не дрыщ» будет не актуальна. И нам придется пришить своему хвосту мешочек и туда положить мелочь. А это еще зачем? Чтобы тебя на улице ветром не унесло. А еще все цыпочки не любят волков, которые не едят мясо. А в нашем корме целых 3 вида мяса. Че, серьезно? А че мне раньше об этом не сказали? Короче, ну их в печку эти эманации, пошли лопать наш вкусненький корм Сириус. Бублик, где ты этой чепухи нахватался про питание запахами? Ой, папася, да нигде, я вас просто троллил. Я че, дурачок, чтобы отказываться от корма Сириус? Капец! Из-за бублика мы теперь кушаем на полчаса позже. Держи, сопля, еще одна такая выходка, и на тебя нападут огромные, коварные, опасные лисы. Бандит, просыпайся, хватит валяться, пенсия. Я тебя не слышу, потому что я сплю. Вот же старикашка, никто со мной играться не хочет, представляете? Типа мой космический шлем их больно по носу бьет, когда мы играемся в кусалки. Брателло, ну это реально так. А еще тебя невозможно за ухо схватить, потому что у тебя эта фигня на бошку напялена. Это моя защита, теперь все время буду в ней ходить. Ты будешь в ней ходить, пока тебе человеки ее не снимут. Это чтобы ты свой ран на лапе не лизал. Бублинция, может быть ты со мной поиграешься в кусалки? Не-не-не, с меня достаточно. У тебя эта штука твердая и может повредить мой прекрасный рыжий хосячий нос. Ну тогда я пошел, все-таки разбужу пенсию. Бандит, тебе как главарю стаи придется со мной играться. Я ничего не слышу, я ничего не вижу. Не видишь, я сплю. Опять это прокатывало, когда мы все были маленькими. А теперь лопухи и гномики тебе уже не верят на слово. Они знают, что ты не спишь. Да что вы за собаки такие противные? Поваляться спокойно не даете. Все, буду теперь печально лизать пол. Бандит, ты совсем куку? Нельзя лизать пол, там бактерии всякие вредные. Ща как залезу тебе в пузяку и начнут там вечеринку в стиле дрыскотека 80-х. О, я придумал, а давайте играть в прятки. Отличная игра же. Все, я вода. Старший человек, спрячь меня, чтобы я не был следующим водой. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Ха-ха, вы все спалились, я вас нашел. Вообще-то мы не играли, поэтому не прятались. А я ничего не знаю. Бандит, теперь ты вода. Хвостатая сарделька, ты угомонишься или нет? Позавчера же только лежал пластом, типа больной был и на лапку не мог наступать. А на мне, как на собаке, все быстро заживает. А знаешь почему? Потому что я собака. Капец! И за что нам такое наказание в виде этих двух лопухих гномиков? Зато с нами абсолютно не скучно. Так что скажите нам спасибо, дворняжки, за то, что мы своим благородным присутствием разбавляем вашу пресную жизнь. Да она знаешь, какая интересная была до вас. Мы с Бублинцей постоянно проводили всякие челленджи. А с вашим появлением мы только и успеваем от монстров отбиваться. Вы что, хотите сказать, что это мы виноваты, что на вас стали нападать монстры? Да если б не мы, они бы вас давно замочили. Вот именно, мы сексиллион миллионов раз спасали ваши хосячьи задницы. Кстати, о монстрах. Я надеюсь, вы никого сегодня не вызывали, а то мне уроки делать надо. Да нет, мы же помним о том, что не надо использовать магию в квартире, чтобы не привлекать внимание чудовищ. Да и у монстров сейчас, наверное, тоже много уроков задают. Вот, например, скибидистов совсем не слышно на этой неделе. А они, наверное, нас боятся и поэтому не появляются. Мы им всем зачетно наваляли. Так, надеюсь, это не монстр. Пойду открывать. Тут никого нет. Опять, наверное, ваши подписчики звонят в дверь и убегают. Ты чё в глаза долбишься, вонючий человек? Голову опусти! Чего? Крошечный скибиди-туалет? Ты здесь откуда? Откуда? Оттуда! Это здесь живут эти техасские корги. Смотрите, кого я вам принес. Это чё, мелкий скибидист? Ой, он такой милый, наверное, еще детеныш. Ой, а можно он будет моим питомцем? Я его буду кормить, гулять с ним и рассказывать сказки на ночь. Еще чего не хватало. Никаких сортиров с бошками я не потерплю. От них же запах и грязь. Это от тебя, вонючий пес, запах и грязь. И я не малыш, я не милый и не питомец. Ну и кто же ты? Я великий принц Микроунитаз 17, и я прошу обращаться со мной согласно моему статусу. Офигеть!
ты как я, тоже Великий Принц. Приятно познакомиться, а я Великий Принц Киксяндр 14. Рады приветствовать члена королевской семьи Скибиди Туалетов. Если вы не в курсе, ваше высочество, перед вами великий король Корг III. Ты смотри, эти аристократы нашли друг друга. Ага, сейчас еще полчаса будут рассыпаться в любезностях и шаркать ножкой. Только есть одна проблемка. У микроунитаза 17-го нет ножек. Реально, вот ржака. Так, дворняжки, вы что, не видите, что у нас идут переговоры на самом высоком уровне? Я так понимаю, вы прибыли к нам с дипломатической миссией? Все верно, ваше величество. Королевство Скибиди Туалетов устало от нашей вражды и ищет способы примирения. Никогда бы не подумал, что судьба Земли будет решаться на переговорах мелкого унитаза и мелких корги. Младший человек, а ну сиди тихо и сопи в две дырочки. Это же самые важные переговоры в истории этой планеты. Ваше высочество, а у вас есть все полномочия на ведение таких переговоров? Безусловно. Мой отец поручил мне наладить коммуникацию с вашим миром людей и собак. Но я и сам очень хочу посмотреть, что у вас тут и как. Ты погляди, а они серьезно решили договориться с нами. Ну смотри, микроунитаз, наш мир это не мир людей и собак, как ты говоришь. Вообще-то в нашем языке вообще нет такого слова, как людь. Называйте этих двуногих кожаных мешков человеками. Так что это мир собак и человеков. И хаски правят миром. Чего? Какие хаски? Корги правят миром. У тебя пенсия, даже дворянского титула нет. Ваше высочество, не обращайте внимания на эту перепалку. Они вечно ссорятся, выясняя, кто главнее. Чего вы хотите увидеть? Ну, хочу увидеть что-то интересное. Ну, можно книги почитать. В нашем мире очень много интересных книг. Вот у нас целая библиотека. Я всегда знал, что человеки тупые, но не знал, что настолько. А ты подумал, младший человек, чем он будет страницы переворачивать? У него же нет ручек. Но зато у него есть глаза. Ваше высочество, в нашем мире очень здорово развит кинематограф. Это еще что такое? Ну, это всякие там киношки и сериалы. Короче, такие видосики интересные. Их можно сутками напролет смотреть. А можно и мне посмотреть? Да, вообще не вопрос. Сейчас посажу вас в кресло и включу какой-нибудь фильм. Прошло 3 часа. Друзья, спасибо вам за такую интересную экскурсию по вашему миру. И спасибо, что показали мне кино. Даю обещание, что отныне ваш мир и мир Скибиди Туалетов никогда не будут враждовать. Так, парни, пропустите, я на тренировку опаздываю. Капец, что ты наделал? Мы же с ним обо всем договорились. Капец, что же теперь будет? Вот это жесть! Экстренные новости. В акватории Атлантического океана появилась огромная загадочная воронка радиусом в несколько десятков метров. Поступило сообщение с нашей военной подлодки о том, что они наблюдают всплытие с дна океана огромного существа, похожего на унитаз с огромной головой. Не переключайтесь, мы сообщим вам подробности сразу же, как они появятся. Вы вообще с ума сошли? Вы хоть знаете, сколько мы на вас денег тратим? Вы вообще видели эти платежки? Ой, ну что там такое? Чего ты возмущаешься, младший человек? Ах, чего я возмущаюсь? Вы это вообще видели? Счет за электроэнергию 50 тысяч рублей. И чё? И мы тут при чем? Это вы столько света нажгли, мы его вообще практически не включаем. Да ладно. А кто стал включать электрический камин, когда похолодало? Ну папася стал включать, он же пенсия, ему надо свои пенсионерские косточки греть. Я самый известный пес на ютубе и хочу жить в комфорте. Ты знаешь, сколько жрет этот камин? И что это за прихоть спать со светом, Кекс? Но мне так уютно, вот поэтому я включаю ночью свет на кухне и там сплю. Брателла, ты что, темноты боишься? Я ничего не боюсь, потому что я черный лис и ужас, летящий на крыльях ночи. Да он по ночам холодильник открывает и хомячит. Бандит, ну зачем ты меня спалил? Ах, вот куда продукты исчезают. Вы хоть знаете, сколько они стоят? Я только не пойму, зачем тебе для этого свет на кухне? Ты балбес, младший человек. Когда ночью на кухне горит свет и открывается холодильник, то никто этого не замечает. А если холодильник открыть в полной темноте, то лампочка может всех разбудить. А еще из-за вас огромный расход воды. Вот, пожалуйста, тоже счет на 50 тысяч рублей. А вы перестаньте нам лапы мыть, вот и не будете столько воды тратить. У нас на четверых целых 16 лап, понятно, что воды много уходит. Вот именно, мы вам 1000 раз говорили, гордые хаски и корги лапы не моют. А вы нас все равно каждый раз после прогулки в душевую кабинку тащите изверги. Так что в расходе воды это вы виноваты, а не мы. Если бы вас не было, то не было бы и этих расходов. О нет, они хотят от нас избавиться и отдать нас в приют, потому что мы слишком дорого им обходимся. Никто вас никуда отдавать не собирается. Просто вы должны компенсировать хотя бы часть расходов на свет, воду и еду.
Ладно, человек, но ты же знаешь, что монетизации на ютубе в России сейчас нет. У нас есть только маленькая копеечка за рекламу, и все. Ничего не знаю, вы должны компенсировать нам половину. Вот тут счет на 100 тысяч. Вы должны отдавать 50 тысяч нам каждый месяц. Научитесь уже быть ответственными собаками. Капец, 50 тысяч, это ж почти сексиллион миллионов. Где мы такие деньги возьмем? А давайте у наших подписчиков попросим, они будут нам скидываться. Вот, например, у Коржика полляма подписчиков. Если каждый даст по 1 рублю, то это будет полляма рублей. Блин, брателло, ты гений. 50 тысяч мы дадим младшему человеку, а 450 потратим на мороженое. Стопы, размечтались лопоухи. Это так не работает. Жить на донаты, конечно, можно, но нам гордость не позволит это сделать. Да, а еще поверьте мне, не все подписчики смогут отправить даже по 1 рублю. Мы однажды на стриме с Бубленцей максимум 5 тысяч на косточку собрали и все. И больше нам этот рекорд повторить не удалось. Короче, это плохая идея. Подписчики не должны нам платить за наш контент. И что вы тогда предлагаете? Устроиться на работу? А чё, это тоже идея. Если каждый из нас найдет работу за 15 тысяч рублей в месяц, то в итоге у нас будет 60. 50 отдадим человекам, а на 10 купим оладушков. Ну, давайте посмотрим, что тут нам предлагают сайты с объявлениями. Алло, здравствуйте. Скажите, это вы ищете повара? Здравствуйте, а вы что, умеете готовить? Ой, я вообще известный кулинар. Я умею чистить картошку, вот только, правда, не знаю, что с ней дальше делать. А еще я могу насыпать корм в миску. А, вот, вспомнил. Я могу вытаскивать рыбу и мясо из воды. Ну так что, вы меня берете? Подскажите, а вы что, собака? Ну да, я самый крутой пес на ютубе, бандит. Прикиньте, как все будут пищать от радости, когда будут жрать блюдо от такого крутого шеф-повара. Извините, вы нам не подходите. Капец, они трубку положили, это вопиющееся негодяйство. Как можно пса с такими кулинарными навыками так жестоко обломать? Боюсь, что никого из нас на работу не возьмут. Но если только охранниками в 5 воришек пугать. Да нет, во многих магазах вход с собаками запрещен, так что это тоже гнилой номер. На работу пса такие магазины точно не возьмут. Вот она, собачья дискриминация. Надо поскорее захватить власть над этим миром и установить свои правила и законы. Бублятина, мечтать не вредно. А сейчас-то мы что будем делать? Где возьмем эти 50 тысяч, чтобы компенсировать человекам расходы на нас? А знаете, парни, я читала, что нынешнее общество потребления настолько зажралось, что закидывает на мусорку тонны всякого ненужного, но в то же время дорогого хлама. Ваше Величество, не гоните, возле каждой мусорки отираются бомжеватого вида человеки, роются там. Если бы там было что-то ценное, они бы по-другому выглядели. А может, они специально так маскируются, чтобы отпугнуть конкурентов? То есть ты хочешь сказать, что все, кто роется на мусорках, очень богатые человеки? Ну, конечно же, они специально, когда идут на работу, напяливают на себя одежду бомжей, чтобы никто ничего не узнал. А сами, небось, живут в шикарных домах с бассейнами и ездят на Феррариях. Только паркуют их в сторонке, чтобы никто не увидел. Отлично, решено. Мы прямо сейчас идем на мусорку и сегодня же станем невероятно богатыми. Так, ну что мы тут имеем? Какие-то тряпки накиданы. Кто знает, сколько они стоят? Это мы будем проверять методом научного тыка. Это как? Ну, возьмем одну тряпку и выставим ее на Авито за 100 тысяч рублей. Если ее никто не купит, то снизим цену, пока не купят. А, так мы узнаем ее настоящую ценность. Пенсия, ты гений, респект и уважуха. Во, видели? Сюда кидают пластик. Он 100% самый дорогой. Надо понять, как его оттуда достать. Ну, пока можно и вот таких пакетиков насобирать. Тут их валяется тысяч на 15, наверное. Да, тут я уверен, если порыться, то можно найти целые сокровища. Наконец-то мы станем богатыми! А вот этот железный контейнер можно сдать на металлолом. Он стоит целое состояние. Вот человеки все-таки дураки дурацкие, выкидывают целые состояния. О, да, я нашел ее. Моя прелесть. Что там такое? Прекраснейшая вонючая меховая шапка. Боже, какой кайф. Она же стоит минимум 500 тысяч. Ура, я богач. Я самый богатый хаски во вселенной. Невероятно, мы с вами нашли настоящее сокровище. Так, ладно, парни, нам предстоит тяжелая работа. Нужно все это перетаскать в квартиру. И там займемся сортировкой, понаделаем фоток и все выставим на продажу. Прошло 3 часа. Я не понял, о чем меня никто не встречает. Младший человек, мы заняты. Мы добываем эти 50 тысяч, которые ты на нас повесил. Я не понял, а что это за запах помойки? Откуда он взялся? Так. Это что такое? Кто сюда это все притащил? Где вы все это взяли? Что это значит? Чё ты орешь? Мы вообще-то тут теперь самые богатые псы в мире. Вот сейчас продадим это все и купим себе огромный дом. И будем сами за него платить. Я главная собака-валяка. Нифига подобного. Всем известно, что главная собака-валяка — это я.
Я более художественно валяюсь кверху пузякой, чем ты, брателла! Чего? Да ты знаешь, что все великие художники планеты становились в очередь и дрались между собой за право написать мой портрет, который назывался «Великий король Корг III валяется кверху пузякой». Так что это я более художественно валяюсь, а не ты. И чё, а кто-нибудь нарисовал этот портрет? Конечно, висит в галерее Букингемского дворца. Холст, масло и моя пузяка. Ладно, хорош валяться, пойдемте покажу. Я тут подумал, что нужно провести расследование про то, откуда берутся эти монстры, которые на нас нападают. И вот смотри, что я сделал. Капец! Реальная доска детектива для расследований! Нравится? Еще бы! Все срочно идите сюда! Каржундель тут с ума сошел и считает, что он великий сыщик! Ну и чё? Чё это за доска с ниточками? Вы что, совсем куку? Это мое расследование на предмет того, откуда берутся монстры. Ну-ка, посмотрим. Так, нашел парочку фоток монстров. Сиреноголовый, мать-мегафон. Опачки! А что там делает дата моего рождения, 4 апреля? Бандит, ты реально старикашка? С тебя же все началось. Ты когда сажал волшебный цветок и принес магию в этот мир, с тех пор все и закрутилось. То есть ты хочешь сказать, что это папася виноват в том, что на нас нападают всякие вонючие уроды? Капец! Вот нафига ты тогда этот цветок сожрал? Вы что, совсем куку? Если бы не наша магия, нас бы уже давно слопали монстры. Какая-нибудь мать-мегафон. Монстры все равно бы появились, а теперь у нас есть защита. Только вот всегда, когда мы используем магию, то тут же появляются монстры. Ну это и козе понятно, Бублик. Наша магическая энергия их привлекает, и они приходят, чтобы нас слопать. Мы для них как вкусняшки и вкусно пахнем магией. Ну да, именно поэтому нам человеки не разрешают пользоваться магией в квартире. Да блин, парни, вы все ошибаетесь. Монстры приходят не потому, что наша магия вкусно пахнет. Вы хоть раз задумывались, откуда они берутся? Понятно, что из других миров, просто их атаки уже очень организованы. За ними кто-то стоит. Ну, ты имеешь в виду злобную четверку? Распорядителя, мать-мегафон, Хаги-Ваги и Картун Кэта? Я думаю, что над ними есть еще кое-кто повыше. Какая-то могущественная организация. Могущественная организация «Вонючая кучка». Короче, я стал копать в Даркнете и наткнулся на очень интересную переписку. Вот, читайте. Гримас сказал, что доставка будет в пятницу. Пошлем Зюзика, чтобы он напоил собак. Шикарно, мне нужен результат. Эти псы должны сдохнуть. Капец! Это что у них про историю с Гримас Шейком? Да, смотрите, тут написано, что все пошло не по плану, когда мы сами отравили Зюзика. Жуть! Тут им кто-то приказывает искать другие варики. Ну кто это переписывается? Монстры и их босс? Кто же он? И почему контакт называется ЖМ? Блин, звучит как туалет. ЖМ или типа МЖО. Я думаю, что ЖМ это жуткие монстры. Ну или жеваная мочалка. Да почему жеваная мочалка? Ну потому что этот босс употребляет выражение «жеванный крот». Вы же не забывайте, я великий детектив, и у меня есть даже целая доска для расследований. На которой ты от балды развесил ниточки и фоточки монстров. Ну да, базару нет, ты великий детектив. Ну ничего, посмотрю на тебя, когда ты эту переписку до конца дочитаешь. Ну и чё тут? Мы нашли решение. Они нашли тут какие-то непонятные символы с процентами. И что это значит? Жуть! И оно уже в нашей квартире. Я уверен, что вот эти символы скрывают его ужасное имя. А еще он скоро вылупится, и нам точно капец. Да о чем речь? Так вот, методом дедукции я выяснил, что существо, которое скрывается за этими вот символами, жуткий засекреченный монстр. Разработка ученых из SCP. Да блин, опять SCP! Мы же почти всех там завалили. И где нам теперь его искать? Он что, невидимый? Какого он хоть размера? Я дал ему рабочее название – Лохол. Так удобнее говорить, чем кавычки, номер, процент, двоеточие. И как нам найти этого твоего лохла? Как он вообще выглядит? Да откуда я знаю? Я пока просто придумал ему имя – Лохол. А если это не он, а она, то будет Лохлушка? Так, стоп, парни. Я, конечно, ценю ваши умственные способности в части придумывания названий всяким уродом. Но мне кажется, в той переписке была подсказка. Этот ваш лохол пока еще не вылупился. Значит, нам надо искать яйцо. Папася, ты гений. Так, и какое яйцо вы собрались искать? Долго объяснять. Короче, мы ищем яйцо лохла. Чё? Какого еще лохла? Ну, чудовище какое-то новое, которое послали нас грохнуть. Ты, кстати, тоже в опасности, так что присоединяйся. И где мы будем искать яйцо этого вашего лохла? Блин, как мы сразу не догадались, где в квартире спрятаны все яйца? В холодильнике. Младший человек, ну-ка срочно посмотри. Офигеть, тут написано псам капец. Вы думаете, это оно?
Я всегда знал, что человеки тупые, но не знал, что настолько. Если мы ищем яйцо чудовища, которое на нас охотится, и находим в холодильнике яйцо с надписью «Сам капец», как ты думаешь, это оно, блин, или не оно? Оно выглядит как куриное. Вы уверены, что там сидит этот ваш лохол? Еще один балбес. Ну давайте узнаем, разобьем и посмотрим. А что, если этот кто-то над нами подшутил, и мы сейчас разобьем обычное куриное яйцо, и маленький цыпленок, который живет внутри, так и не вылупится и погибнет? Кекс, ты офигел? Значит, когда ты у меня выпрашиваешь яичницу, никакого сострадания к погибшим цыплятам у тебя нет. У Кекса двойные стандарты. Вы не понимаете, это другое! Предлагаю сначала послушать. Может быть, внутри этого яйца слышно какое-нибудь шевеление? Ну вот сам и слушай. Так, кусать я его точно не буду. Я же не знаю, вдруг оттуда выскочит лохол и начнет кусаться. Так, я кое-что слышу. А нет, это в животе у Пенси что-то бурчит. Ничего у меня не бурчит, ну-ка дай ко мне послушай. Какое-то покряхтывание, сопение, что-то бормочет неразборчиво. Дайте мне, у меня супер нюх и супер слух. Ну, пахнет обычным куриным яйцом, но это может быть обманчиво. Лохлы 100% хитрые и не выдают себя запахом. Да, какое-то бормотание, но что именно, разобрать сложно. Короче, давайте мне, я черный лис и круче вас всех. Так, нифига я не слышу, никакого бормотания. Походу лохол понял, что мы его разоблачили и затаился. Ну и что мы дальше будем делать с этим яйцом? Предлагаю выкинуть его в унитаз и смыть. Я всегда так избавляюсь от ненужного. Поддерживаю. Ну пойдем выкинем. Блин, не было там никого внутри. Это было обычное куриное яйцо. Капец! Коржик, скажи, ты специально все это придумал с доской и яйцом, чтобы развести нас? Лошары, поверили в лохла. Лохлов не существует. Ах ты сосиска волосатая! Я реально поверил в существование тайной организации, и мы только что уничтожили неродившегося цыпленка! Да уж, твое коварство, Коржундель, сегодня вышло на новый уровень. Да уж, парни, с вами не соскучишься. Кстати, я что-то проголодался. Пойду приготовлю себе яичницу.